Американская разведка и правительственные источники сообщают о высокой вероятности ответных действий со стороны Ирана после нанесенных вооруженными силами США ударов по иранской ядерной инфраструктуре. Обострение ситуации произошло в ночь на 22 июня, и по оценке аналитиков, ближайшие 48 часов, а именно 22 и 23 июня, рассматриваются как наиболее вероятный период для возможной иранской реакции. По данным американского телеканала, ссылающегося на осведомленные источники в спецслужбах и дипломатических кругах, Иран уже разработал планы ударов по американским базам и дипломатическим представительствам на территории Ближнего Востока, в частности, в Ираке, Сирии, Кувейте и ОАЭ. Также прорабатываются сценарии кибератак и нападений при посредничестве союзных группировок, таких как Хизбалла в Ливане или шиитские вооруженные формирования в Ираке и Йемене. Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, операция американских ВВС привела к полному уничтожению ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана. Под удар попали ядерные центры в Фордо, Натанзе и Исфахане, три из наиболее охраняемых и технически сложных объектов, играющих центральную роль в обогащении урана и развитии иранской ядерной программы. Трамп подчеркнул, что цель операции – предотвратить возможность создания иранской ядерной бомбы в течение следующего десятилетия, а также дать четкий сигнал Тегерану о недопустимости продолжения тайных ядерных разработок. При этом в Пентагоне отказались комментировать масштабы разрушений, ссылаясь на секретность операции. Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что информация о полном уничтожении ядерных объектов является преувеличением. Как сообщил заместитель главы государственной телерадиокомпании Ирана Хасан Абедини, значительная часть оборудования была заранее демонтирована и вывезена. Особенно подчеркивается, что все опасные материалы, включая обогащенный уран, были удалены с объектов за несколько дней до атаки, вероятно, после утечки информации о возможном нападении. Кроме того, Иран инициировал процесс временного вывода персонала с наиболее уязвимых стратегических объектов и активизировал воздушную оборону в центральных и южных регионах страны. Государственные СМИ также сообщают об увеличении уровня боеготовности корпуса стражей исламской революции и переброске войск к побережью Персидского залива. Международное агентство по атомной энергии, которое с 2000-х годов наблюдает за ядерной программой Ирана, выступило с официальным заявлением, в котором подтверждается отсутствие признаков утечки радиации. Инспекторы агентства не зафиксировали превышение норм радиационного фона на территории, прилегающей к объектам в Фордо и Натанзе. Тем не менее, в Вене обеспокоены нарушением международных норм в части суверенитета и применения силы в отношении ядерных объектов, находящихся под международным контролем. В Совете Безопасности ООН на фоне эскалации начала формироваться коалиция стран, призывающих к немедленному урегулированию конфликта дипломатическим путем. Россия, Китай и ряд стран глобального юга осудили односторонние действия США, подчеркнув, что такие удары могут дестабилизировать всю систему международного контроля над распространением ядерного оружия. Аналитики Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне рассматривают три ключевых сценария действий Ирана. Ограниченный удар по военным объектам США в регионе, например, по базам в Ираке или Кувейте, что может быть осуществлено баллистическими ракетами или беспилотниками. Асимметричный ответ через прокси-группировки, атаки на американских союзников, включая Израиль, или диверсии против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Кибератаки на критическую инфраструктуру США. В прошлом Иран уже проводил масштабные кибероперации против банковской системы и промышленных объектов США. В Вашингтоне заявили, что рассматривают любые потенциальные действия Ирана как угрозу национальной безопасности и готовы к жесткому и немедленному ответу. На данный момент Пентагон перевел американские силы в регионе в режим повышенной боевой готовности,
включая размещение кораблей противоракетной обороны в Персидском заливе и активацию мобильных ЗРК типа «Патриот».